Эмоции зашкаливают. Кортеж Путина встретили нецензурными возгласами. Маргарита Симоньян рассказала, как издевались над кремлевскими пропагандистами, вылетевшими освещать переговоры на Аляске. Удар по воротам из Ирана. Украинские силы накрыли судно с комплектующими для шахедов. Дроны продолжают пикировать, а цены на бензин взлетать. Атакован 4-й НПЗ за неделю. Вернулись с войны, но продолжают убивать. Ветераны СВО перешли от простых россиян к представителям власти. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Анкоридж, крупнейший город Аляски и место проведения переговоров Трампа и Путина, встретил московскую делегацию протестами. Десятки местных жителей вышли в центр города с желто-голубыми флагами и плакатами в поддержку Украины. Один из самых популярных лозунгов: «Украина и Аляска никогда больше в России». Участники уверены, диктаторам и военным преступникам не место на американской земле. Я надеюсь, что когда Владимир Путин ступит на Аляску, его арестуют как нелегального иммигранта. У меня мало надежд на завтрашний саммит. Хотелось бы верить, что Путин осознает, что ему не победить. Но, насколько я понимаю, он потеряет власть, если остановит войну. Я боюсь. У меня нет надежды. У меня нет надежды, что это что-то решит. Я боюсь, что Трамп попытается взять на себя обязательства, которые он не имеет права брать на себя. Все, что он пытается взять на себя, он не имеет права брать на себя. Организаторы уверены, их митинг – сигнал и Трампу, и Путину. Сигнал о том, что Аляска помнит свою историю, поддерживает Украину и не собирается молчать, пока в ее столицу прилетают те, кто развязал войну. Полиция тем временем стягивает в город дополнительные силы, усиленные патрули, охрана ключевых точек, дежурство вблизи места переговоров. Власти явно ожидают бурного дня. Первыми на Аляску прибыли пропагандисты из кремлевского пула. Так как все отели заняты из-за встречи президентов и туристического сезона, информационную обслугу путинского режима поселили в пункте временного размещения Alaska Airlines Center. Здесь спартанские условия. Это что-то от Красного Креста. И вот так вот у каждого подушечка, полотенчика, вот такие вот перекрытия. Здесь вот будут спать журналисты. Но суровые испытания для участников путинского пула начались уже в самолете. Наших журналистов, прилетевших на Аляску спецбортом, в самолете кормили котлетами по-киевски. У министров условия, похоже, получше. Тем не менее, шеф российской дипломатии был мало приветлив с незнакомыми журналистами. Скажите, пожалуйста, вы первый раз на Аляске? Вам нравится? Правда, уже в коридоре отеля снизошел до комментария проверенной корреспондентки ВГТРК. Дональд Трамп сегодня сказал, что в 25% он оценивает вероятность неудачи на переговорах. А какие мы даем оценки? Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Кстати, для визита на Аляску Сергей Лавров выбрал джемпер с надписью «СССР». Министр финансов старался держаться бодро. Ожидания от переговоров. Но на вопрос об экономике Антон Силуанов многозначительно вздохнул. А какие конкретные темы по экономической повестке планируете обсудить? Главное, на политических таких вопросах экономику мы обсудим обязательно. Тем временем хозяин Кремля на пути к Аляске сделал остановку в Магадане. Официальных отчетов пока нигде не появилось, зато появились неофициальные. Нескончаемый кортеж несменяемого руководителя России на фоне упадка наделал фурор среди местных жителей. Вот Путин. Да, Путин, вон он, смотри, Путина снимай, вот, флагом. Они не сдерживали ни эмоций, ни всего богатства русского языка.
Украинский политолог Антон Кучухидзе обращает внимание, что хозяину Кремля уже пришлось пойти на условия Белого дома. Трамп показал лидерство, что к нему едут. То есть если бы Трамп встретился в Эмиратах, в Швейцарии или еще где-то, это означало бы все-таки равнозначное участие сторон в организации, подготовке, там, я не знаю, в сопровождении этой встречи и так далее. А тут все-таки ему нужно было подчеркнуть лидерство, что к нему приехал террорист решать вопрос. По мнению эксперта, российская делегация попытается вместо перемирия обсуждать целый ряд других вопросов. Российская Федерация будет торговаться там ядерным неразоружением, снятием санкций, обвинять Украину, блефовать тем, что они будут углублять там союз с Китаем в противовес Штатов. Трамп накануне заявил, что встреча может закончиться очень быстро. Мы выясним, кто на что рассчитывает, и я узнаю это в течение первых 2, 3, 4 или 5 минут. Как мы обычно понимаем, будет ли у нас хорошая встреча или плохая. И если встреча плохая, она закончится очень быстро. Похоже, исторические лекции про Рюрика и печенегов президент США слушать не намерен. Он заявил, что российские власти запросили эту встречу из-за угрозы ужесточения санкций, а поэтому Путин, скорее всего, пойдет на сделку. Силы обороны Украины продолжают методично лишать Россию возможности вести войну. Бойцы сил специальных операций, действуя совместно с другими подразделениями, нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области Российской Федерации. Этот порт – важный логистический узел, через который российская армия получает военные грузы из Ирана. Именно здесь разгружают детали для дронов «Камикадзе Шахед» и боеприпасы. На этот раз целью стало грузовое судно. По данным Генштаба ВСУ, корабль был загружен комплектующими для шахедов и иранскими боеприпасами. Результаты поражения уточняются, но сам факт попадания по такому объекту – серьезный удар по цепочке снабжения врага. В Генштабе подчеркивают, такие операции – часть системной работы по снижению потенциала России наносить удары по Украине. И эта работа будет продолжаться, пока агрессор не откажется от войны. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Четвертый удар по российским нефтеперерабатывающим заводам за неделю. В этот раз целью стал Сызранский НПЗ Роснефти. Местные жители рассказали, что около 4:30 утра их разбудила серия громких взрывов, после чего в районе НПЗ вспыхнул сильный пожар. Это что? Сейчас был такой удар. Видео с горящим заводом и клубами черного дыма появились в ряде телеграм-каналов. Сызранский НПЗ, важный для Роснефти, перерабатывает почти 9 миллионов тонн нефти в год. Выпускает сотни тысяч тонн бензина и дистоплива. Этот завод уже дважды атаковали дроны в 2024 и в начале этого года. После второго удара предприятие приостанавливало работу. Август стал месяцем массированных атак ВСУ по российским НПЗ. Только за неделю под удары попали 4 завода, включая предприятия в Коми, Саратове и Славянске на Кубани. С начала месяца также били по Рязанскому, Новокуйбышевскому и Афипскому НПЗ. В итоге 3 крупнейших завода Роснефти – Саратовский, Рязанский и Новокуйбышевский – уже приостановили переработку полностью или частично. На этом фоне правительство России продлило запрет на экспорт бензина, но цены на нефтепродукты с весны все равно выросли на 30% и продолжают расти. Собеседники Рейтер предупреждают, при таком темпе атак в августе-сентябре возможен новый бензиновый кризис, как в 2021 или 2018. Власти, по их словам, могут снова попросить помощи у Беларуси. В
целом, в течение 7 месяцев текущего года дальнобойные удары сил обороны Украины уменьшили уровень производства Российской Федерации на 74 миллиарда долларов. Такие цифры приводит Генштаб ВСУ. Больше всего от воздушных атак пострадала нефтяная отрасль. Почти половина глубинных ударов на расстоянии около 1000 километров. В результате ВВП РФ уменьшился на 4%. Если темпы ударов сохранятся, то до конца года ВСУ сократят производство товаров и услуг в России на 10%. Так называемые ветераны, так называемые СВО продолжают убивать, уже вернувшись на родину. Но на этот раз жертвой жестокого преступления стал не очередной простой россиянин. В Камышине Волгоградской области прямо у здания городского суда был зверски убит федеральный судья Василий Ветлугин. По данным российских телеграм-каналов, убийца — сосед судьи, недавно вернувшийся с фронта. Сначала он стрелял в Ветлугина из карабина Сайга, потом поработал с телом ножом. Подробности озвучивать не будем. По неофициальной версии причиной стала ревность. Якобы 40-летний судья имел роман с женой нападавшего. Женщина работала вместе с Ветлугиным. 47-летнего подозреваемого задержали. Похоже, он сдался полиции сам. Следственный комитет уже возбудил дело об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия. В феврале Верстка подсчитала, что за 3 года так называемой спецоперации вернувшиеся с фронта ветераны убили или покалечили как минимум 750 человек. Чаще всего их жертвами становятся родные и знакомые, но теперь видим и представители власти. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.